Детское платье крючком вяжем на мамочкином канале. Вот такое платьишко я вяжу на свою дочку 2,5 года, но по этому мастер-классу можно связать платье и на больший размер, на самом деле на любой размер. Также можно связать топы и тунички, теплые и с хлопком. В описании под видео на YouTube я оставлю ссылочку на полный плейлист, где лежит первая часть, и эта часть будет лежать, и также будет видео готового платья уже на моей дочери. А сейчас продолжаем вязать. Это вторая часть. В первой части мы связали кокетку круглую, таким красивым ажурным узором. И сейчас мы будем ее замыкать в кольцо под рукой, оставляя место для ручек, и будем продолжать вязать платье дальше. Для ориентира у меня, например, кокетка вот в этом месте примерно 14 сантиметров. И когда я ее померила, оказалось, что можно в принципе уже соединять. Небольшие цепочечки я сделаю еще под рукой при соединении в кольцо, и потом буду вязать уже с прибавочками дальше платье вниз. Посчитайте количество раппортов, которые у вас есть по кругу. На самом деле это начальное количество ваших квадратиков поделить пополам. Вот если эти все, вот это раппорт, если их всех посчитать, то получилось у меня 27 раппортов. 54 квадратика у меня изначально было, 2 квадратика на один раппорт уходило. Но, в принципе, можно пересчитать. У меня получается 27 раппортов. И это количество нужно поделить на 4 равные части. В моем случае, например, равные части не получаются. У меня получается 3 части по 7 раппортов и 1 остается по 6. На рукава, как мы понимаем, нужно одинаковое количество раппортов, то есть меньше у нас будет или на полочке, или на спинке. Ну, пусть, например, будет на полочке. Но это не принципиально, полочку или спинку выбрать шире. Потом примерите платьишко и определитесь. Начинаем мы отмечать с самого первого раппорта. Самый первый раппорт, я его отмечу как начало спинки, например. Вот темным у меня отмечено начало спинки, первый раппорт. Отсчитываем от него, включая его, 7 раппортов и отмечаем 7. То есть первый и 7 это у меня границы спинки. 7 раппортов на спинку. Со следующего раппорта отмечаю светленьким цветом первый и 7 раппорты для рукава. Со следующего раппорта отмечаю 6 полочки. То есть первый и 6 это начало и конец полочки. Опять же следующий, первый и 7 отмечаем как начало и конец второго рукава. И если соединить наши темненькие перед и спинку, края переда и спинки, то вот так у нас и замкнется кокетка в кольцо. Как мы будем соединять? Если это первый раппорт у нас это спинка, мы ее начинаем вязать как обычно, без изменений. То есть, как обычно, тут набирается 3 воздушных и начинаем вязать изнаночные рельефные столбики. То есть совершенно ничего пока не меняем. Присоединение полочки к спинке в этом месте произойдет в конце ряда. Поэтому здесь раппорт делится на 4 столбика и 4 столбика, между ними 3 воздушные. Все как обычно. Если у вас здесь уже больше столбиков в предыдущем ряду, 10, например, вы уже прибавочек столько сделали, то 5 и 5 у вас поделится. Дальше вяжем так, не буду я показывать, вяжем до маркера, отмеченного как начало рукава. То есть все эти раппорты спинки провязываем без изменений. Вот провязала я вплоть до последнего отмеченного раппорта спинки. И теперь нужно соединить. В принципе, можно соединить вот так без всяких дырочек. Или можно здесь еще добавить цепочку из воздушных петель, чтобы в груди было не тесно. Это все регулируется примеркой. Главное, чтобы у вас тело влезло при соединении в кольцо, и для рук
было не тесно и не слишком много места. Я захотела еще по юбочке, по низу платья с двух сторон добавить по одному раппорту после того, как я соединю в кольцо. И буду расширять узор в этом раппорте так же, как я делала на кокетке, сверху вниз. То есть начиная с 4 столбиков и заканчивая 8 столбиками, чтобы выровнять мне узор добавленного раппорта с тем, что я уже имею на кокетке. Итак, после того, как я провязала все раппорты спинки, я делаю 3 воздушных и потом только перехожу на вязание петель полочки. Мне так удобнее будет добавлять раппорт с каждого бока платья. Так, это у меня рукав помечен. Вот, отмечены первый раппорт полочки, и я на него перехожу. Вяжу опять обычным узором, в моем случае 4 рельефных столбика, 3 воздушных, 4 рельефных. Вяжу этим обычным узором до последнего раппорта полочки. Вот связала я все раппорты полочки, 6 раппортов в моем случае. Сделала 3 воздушные и сразу присоединяюсь вот так к верхней воздушной подъема соединительной петелькой, как обычно. И вот теперь можете сделать примерочку, как на вашем ребенке это все сидит. Может, вам надо еще ряд дополнительный связать, а потом соединять. А может, цепочки чуть побольше сделать при присоединении. В моем случае все село на ребенке удачно. И теперь я в этих местах буду добавлять по раппорту узором, как я вязала на кокетке. Получается, начало ряда опять у меня пойдет обычное, потому что цепочку я буду провязывать в конце ряда. Поэтому здесь обычно мы доводим нить до дырочки соединительными петельками. Так же, как мы делали на кокетке, ничего не меняется. Набираем наши 4 воздушные подъема и делаем столбики с 2 накидами. Я здесь узор пока что, пока я не добавила новые раппорты по бокам, узор делаю такой же, как у меня был, по 8 столбиков. И дойду до первой встреченной цепочки под рукой, которая. Итак, связала я по 8 столбиков в каждую дырочку и дошла до цепочки, которую делали под рукой. Здесь я хочу вписать новый раппорт, начиная с 4 столбиков. Здесь мы делали веер, воздушная, потом 2 столбика, опять воздушная, веер. Здесь я тоже хочу сделать примерно то же самое. После веера делаем 1 воздушную и свяжем только 1 столбик без накида в последний столбик предыдущего ряда до цепочки. Потом 1 воздушная и под цепочку веер из 4 столбиков с 2 накидами. Потом 1 воздушная, как всегда. И теперь я должна после 1 воздушной тоже сделать, как и до веера, 1 столбик без накида. Вот примерно такой узор и получился, как у нас был. Дальше 1 воздушная до веера, как обычно. И дальше уже вяжем обычный наш узор. То есть сейчас изменения будут только в раппортах, которые мы добавляем под руками. Всего, значит, в 2 местах. Остальное все провязываем как обычно. Я по 8 столбиков с 2 накидами. И вот такой раппортик добавился.
Как и здесь я в кокетке делала в начале. 4 столбика у меня было. Потом буду делить их на 2 и 2. Вяжем так дальше до следующей цепочки. Под следующую цепочку делаем точно такой же добавочный раппортик. Довязала до второй цепочки. Теперь еще раз покажу, как добавляю раппорт под цепочкой. После веера из 8 столбиков воздушная. Над последним столбиком предыдущего ряда 1 столбик без накида вяжем. Опять 1 воздушная. Начинаем вязать под цепочку веер из 4 столбиков. После этого воздушная. Столбик без накида в первый столбик следующего веера предыдущего ряда. Добавили раппортик новый. Узор сохранился. 1 воздушная и прикрепляемся к верхней воздушной подъема. Эти 2 раппорта помогут нам расширить юбочку сразу с 2 сторон. Дальше мы, в принципе, будем вязать как обычно. У нас уже есть определенное количество раппортов. В моем случае 7 на спинке, 6 на полочке, это 13, и 14-15 я добавляю под руками. И в принципе эти раппорты, они будут провязываться так же, как и все остальные раппорты, только количество столбиков в них будет пока что меньше. Но с каждым рядом я буду добавлять столбики в этом раппорте 4, 6 и 8. Перед и спинку буду вязать пока что без изменений, пока в добавленных раппортах я не добьюсь такого же количества столбиков в веерах, как и на полочке на спинке. То есть в моем случае по 8 столбиков пока не будет. Вот я провязала половину следующего ряда, когда я делала 4 и 4 столбика. Пришла я к добавленному раппорту и его провязываю согласно нашего узора, только получается 2 столбика, 3 воздушных, 2 столбика. И также делаю на втором добавленном раппорте. На полочке и спинке я оставляю такое же количество столбиков в раппорте, как у меня и было, а добавляю пока только столбики в раппортах по бокам. Итак, провязала я еще немного. Вот такое расширение у меня уже пошло. Добавились раппорты. Вот у меня было 4 столбика. Потом связала в следующем ряду 2 и 2. Между ними 3 воздушные. В следующем ряду связала 6 уже столбиков. 3 и 3 потом связала. И в следующем ряду добавила, стало 8 столбиков. 4 и 4 получилось. Все. Теперь у меня все раппорты по кругу равны. Количество столбиков в них по 8. Дальше буду добиваться расширения другими путями. Поначалу это будет так же, как мы делали на кокетке. То есть там мы прибавляли столбики в веере. Пока так и будем продолжать прибавлять столбики в веере. Тут у меня уже, например, провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пар рядов. Вот было 4, 2 и 2, потом 6, 3 и 3, потом 8, 4 и 4. Потом я провязала еще один ряд 8 и 4 и 4.
То есть 2 раза у меня в добавленном раппорте было связано по 8. Здесь вы смотрите сами, в принципе. Я говорю для ориентира, как дальше делаю прибавочки я. Здесь у меня уже в ряду сделано 10 столбиков, потом делила, значит, 5 и 5. Раз, два, три, четыре. Это 5-й получается. 5-я такая дуга. В следующем опять провязала 10 столбиков под дугу, потом 5 и 5. Когда я провязывала уже 10 столбиков, я уже понимала, что они с трудом туда помещаются, в эту дырочку. И больше они просто не смогут физически расширить этот раппорт. Вот в 7-й паре последнюю десяточку я провязала 5 и 5. Потом я стала делать тоже по 10, но стала эти веера расширять. То есть я стала столбики крайние немного сдвигать в стороны. Самый первый столбик я провязывала над столбиком предыдущего ряда. Потом 8 столбиков провязывала в дырочку. Вот они, 8 столбиков. И последний, 10-й, я тоже провязывала над столбиком. Таким образом, немного пошире стал веер, он развернулся побольше. И побольше пошло увеличение. В следующем ряду, как обычно, 5 и 5. В следующем ряду, чтобы мне расширить еще, вот у меня начало ряда тут, начинаем мы вязать цепочку из воздушных, во-первых, не в окошечко, а над предыдущим столбиком. А все веера вяжутся так. Самый первый столбик над столбиком предыдущего ряда, потом 10 столбиков в дугу и последний, 12-й столбик, опять над столбиком. И в принципе я приняла решение такое, что максимум столбиков, которые у меня будут под дугой, будет 10 штук. Остальные я буду вязать над столбиками предыдущего ряда. В данном случае один был столбик до и один после. Еще хотелось бы обратить внимание, что не в каждом ряду нужно делать прибавки. Вот, например, здесь у меня 10-я пара рядов, это повторение 9-й пары, 10 под дугу и 2 с краев. 11-й паре я уже по 2 столбика вязала над столбиками, вот они, и 8 столбиков под дугу. 11 и 12 столбики опять над столбиками. Потом после 11 пары 12 и 13 пару я повторила то же самое, что в 11, то есть по 2 столбика до и после и 8 столбиков под дугу. Потом под дугу можно сделать 10 столбиков, а потом уже расширять опять в бока. Я просто периодически раскладывала платье и смотрела, хорошо ли идет у меня расширение, хорошо ли ложатся эти клинышки, раппорты, не идет ли скукоживание, позволяет ли повторение предыдущего ряда все еще расширять или хотя бы не стягивать подол платья. А когда уже эта схема перестает работать, то я уже меняю крючок на больший, вместо 2 беру 2,5 и повторяю уже последнюю связанную пару рядов дальше и дальше до нужной длины платья. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела рассказать по вязанию данного платья. Обвязывать я не буду ни по низу, ни по пройме. Если будет у кого-то вытягиваться немножко пройма, то можно, в принципе, обвязать одним рядочком столбиков без накида под рукой, чуть стягивая, может быть, даже меньшим крючком, и все. Это все-таки платье я вязала как новогодний костюм, поэтому я решила связать еще маленькую корону. Она, скорее всего, будет в одном из следующих мастер-классов. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Спасибо за внимание. Пока!